В этом выпуске мы постараемся найти самый идеальный пляж. Поиски идеального пляжа продолжаются. Надя сказала, что без этого пляжа мы с Майорки не уедем. Прокатимся по одной из сложнейших дорог Майорки. Это безумно красиво! Познакомим вас с испанской кухней. С острым соусом. Такая смелая картошка. Это очень вкусно. И даже побываем на мастер-классе по приготовлению паэльи. Посетим одни из старейших городков Майорки – Сальер и Вальдемосу. В современном мире это так ценно, знаете, какие-то старинные вещи. Это когда приходишь в какое заведение, хочется, конечно, все рассмотреть. И, конечно же, отправимся на Пальму. Попытаемся попасть в пещеру в поисках секретного грота. Думал, что самое страшное для меня здесь будет доплыть до грота. Но на самом деле самое страшное – это не уронить Надин телефон. Вот это самое страшное. И покажем вам уникальные места этого острова. Это Майорка, детка! Оля, амигос! Мы с вами на солнечной Майорке. Тут мы проведем 9 дней. И за это время мы покажем вам, насколько этот остров уникальный и разнообразный. За это время мы попробуем найти идеальный пляж на Майорке. Познакомимся с местными тапосами, а также и с немецкой кухней. Будет очень интересно и очень вкусно. Погнали смотреть выпуск. Майорка – это самый крупный остров Балеарского архипелага, включающий Минорку, Форментеру и Ибицу, и одновременно один из самых популярных и экологичных курортов Средиземного моря. Майорка – это действительно райский остров с мягким морским климатом, белоснежным песком, изумрудным морем, потрясающими горными пейзажами и разнообразными развлечениями. Столицей острова является Пальма-де-Майорка. Это современный город исторического значения с узкими улочками, старинными особняками и другими интересными постройками. Официальными языками Майорки стали испанский, каталонский и майоркин, местный вариант каталонского языка, на котором общаются местные жители. Так как на острове проживает большое количество иностранцев, многие местные жители владеют английским и немецким языками. Побережье отлично подходит для жизни семей с детьми. Здесь мягкий средиземноморский климат, теплые зимы и не слишком жаркое лето. Температура не превышает 30 градусов. Туристический сезон длится 7 месяцев, с апреля по октябрь, а наибольший приток туристов выпадает на июль и август месяца. На территории находится 40 национальных природных заповедников. Чтобы увидеть настоящую Майорку, нужно пройти, а лучше проехать ее вдоль и впоперек. А с этого места давайте поподробнее. На Майорке очень хорошо развит местный транспорт, но для более комфортного отдыха мы рекомендуем арендовать авто, что мы, соответственно, и сделали. Но давайте обо всем по порядку. Майорка поражает еще тем, что здесь очень комфортно передвигаться. Вот это касается не только машины, но кто был когда-нибудь на островах Сицилии или Сардинии или Корсики, то знаете эту проблему, что ты приезжаешь на какой-то пляж и ты там находишься. Если тебе нужно поехать на другой пляж, тебе по-любому нужна арендная машина. На Майорке она тоже нужна, если вы хотите увидеть все красоты и не зависеть от городского транспорта. Но если же вы боитесь арендовать машину, вы на Майорке можете справиться и при помощи городского транспорта. Здесь он работает великолепно. Здесь хорошо ходят автобусы, и практически в любую точку вас они могут доставить. Они работают все по расписанию, с кондиционерами, все великолепно. Также здесь работает и Uber. Вот Uber работает хуже, чем общественный транспорт. Причина всему это, конечно, расстояние. Если, скажем, вы будете арендовать машину из города Пальма, столицы острова Майорки, то на Пальме вы это сделаете быстро и вас отвезут в любую точку. Но если вам захочется арендовать где-то с крайнего востока или с крайнего
с запада острова, то ожидание может быть даже до 40 минут. Машину можно арендовать на Майорке от 15 евро в сутки. Ну, согласитесь, это хороший прайс. Дешевле, ну, по-моему, только в Италии старт идет от 8-10 евро, если брать заранее за машину. Но на Майорке страховка. Вот тут она, друзья, будет дороже. Дороже итальянская, потому что в Италии страховки стартуют от 10 евро в сутки. На Майорке страховки у хороших компаний будут 20-30 евро в сутки. То бишь страховка в 2 раза дороже, чем аренда самого автомобиля. Но страховка штука нужная, потому что вы не переживаете. Здесь часто есть узкие улочки, вы спокойно проезжаете. Если вас кто-то поцарапал, full insurance все покрывает. Поэтому 30 евро, приехали на неделю, да, переплатите 200 евро, но большая экономия. При том, что в ситуации, когда вы берете страховку, вы платите очень минимальный залог за сам автомобиль. Это порядка 150 евро, которые вам обязательно вернут. Если же вы не берете страховку, то залог за автомобиль может достигать от 1500 до 3000 евро. И рисковать такой суммой, ну, оно того не стоит. При том, что, поверьте, даже за царапину какого-то диска у вас могут снять хорошие 300 евро. Поэтому лучше не рискуйте, спокойно берите страховку, если планируете брать автомобиль. Обязательно перед этим не забывайте уточнить, какое топливо на машине, потому что понятно, что тут чаще дизель, но поверьте, и бензин встречается. Вот как у нас бензин, газолина. Все, узнали, какое топливо, проверили машину, себе все зафиксировали и передвигаетесь по острову спокойно, смотрите эти красоты, ни за что не переживаете и наслаждаетесь отдыхом, и наслаждаетесь красотами Майорки. Про одну из важных составляющих прекрасного отдыха на Майорке вам исчерпывающе рассказал Роман. А теперь я хочу поделиться второй важной составляющей – это жилье. Активный сезон отдыха на Майорке начинается с мая по октябрь. В исключительных случаях купаться можно и в апреле. Высокий сезон на Майорке – это август месяц, и понятно, что высокий сезон порождает и высокие цены. Отели в августе начинаются от 80 евро за сутки. Хорошие же отели будут стартовать от 120-150 евро в сутки. Если же говорить про апартаменты, то в августе они тоже не дешевые и почти в одну цену с дешевыми отелями от 90-150 евро. Но если же рассмотреть другие месяца, то жилье будет гораздо дешевле и отели можно найти даже за 30 евро, а хорошие отели по 50 евро в сутки. И это уже со всеми налогами и сборами. Бронировать отели лучше всегда заранее. Мы делали бронирование за 6 месяцев и забронировали наш отель за 280 евро в сутки. Это со всеми сборами и завтраком, семейный номер для 5 человек. Номер для 2 можно найти от 199 евро. Для себя мы выбрали семейный отель Marines Playa. Тут есть корпуса для взрослых и также корпуса и зона для семей с детьми. Хороший отель, который включает в себя наличие детской комнаты, мини-аквапарка и детских бассейнов. Где же лучше бронировать жилье? Конечно, удобно смотреть фото и отзывы через Booking и другие поисковики, но важно всегда перепроверять цены, потому что далеко не всегда агрегаторы предлагают самые выгодные условия. В этот раз мы оформили бронирование напрямую на официальном сайте отеля и получили цену на 20% дешевле, чем на Booking. Если тебе тоже интересно научиться искать жилье выгодно, бронировать правильно и находить самые лучшие цены, в описании есть ссылка на наши курсы, где мы делимся всеми секретами самостоятельных путешествий. Свое знакомство с островом мы начали с изучения столицы острова – Пальмы, самый крупный город острова Майорка, известный своим богатым историческим наследием, прекрасной архитектурой и развитой туристической инфраструктурой. Город предлагает разнообразные развлечения – музеи, рестораны, ночные клубы, а также пляжи и возможность морских прогулок. Основанная римлянами, Пальма сочетает в себе древние памятники и современный средиземноморский стиль жизни, будучи важным экономическим, культурным и туристическим центром.
чего начинается любая Испания, а точнее, с чего начинается любой испанский город? Вы скажете, из пляжа. А я вам отвечу, нет, друзья. Он начинается из базара, потому что для Испании Меркато Централе – это главная достопримечательность, главный центральный базар. И на Пальме он тоже есть. В 50-х годах решили развивать здесь курорт и туризм. И первое, что сделали в 51 году, открыли базар. Рынок Оливар является крупнейшим крытым рынком в Пальме и расположен в историческом центре города Пальма-де-Майорка. Здание было построено в 1951 году и недавно было полностью реконструировано. На рынке Оливар вы найдете свежие и качественные продукты, большое разнообразие мяса, рыбы, свежих морепродуктов, фруктов и овощей острова, а также сыров, холодного мяса и вин. В дополнение ко всем киоскам на рынке вы также найдете кафе, рестораны и другие услуги. Конечно, икра. Черная, красная. Вот так, друзья. Наши люди и тут, да? Наши и тут, посмотрите. Наши везде. Посмотрите, какой выбор икры. А вам здесь еще на нашем подскажут, помогут, выберут, накормят и обязательно угостят великолепным испанским шампанским. Устрицы на любой вкус. По 2,90, по 3,20, 2,45, 3,70 и самые дорогие 3,95. Еще на Майорке вот любят, как и на Тенерифе, как и в Одессе, любят вот такие вот маленькие креветки. Здесь называется гамбус роха, но у нас они называются по-одесски очень просто. Рачки. И рачки это не конфеты, друзья. Это вот такие вот креветки. Конечно, на базаре будут сразу же и кафе, где вы можете заказать себе любые морепродукты или другие яства и сразу же здесь же покушать. Вот такие тапосы, знаменитая испанская килька, оливки и многое-многое другое. Прямо при вас готовят. Где-то недалеко пробегал японец. И, пожалуйста, утро, 9 утра, все уже с шампанским. Все уже поедают вкусные бутерброды, майонезные салаты. Ну а почему бы и нет, друзья? Ведь мы на Майорке. Ну а чем тут еще заниматься? Ну и, конечно же, фрукты. Посмотрите. Посмотрите, какой арбуз, друзья. Это просто красота. Арбуз, дыня. Боже. Здесь недаром многие любят снимать себе апартаменты и готовить самостоятельно, потому что овощи, фрукты, морепродукты на Майорке, они просто в огромном количестве, в шикарном качестве. И все норовятся самостоятельно себе что-то приготовить. Да и с мясом, поверьте, тут проблем не будет. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Здесь мы видим огромный выбор баранины, также вон есть свинина. Ну, а тут, конечно же, король испанского стола. Камон. Вот видите, вот так вот ножки. И вот так вот нарезает вот этот дядя Хаманьера. Ножами нарезает вот эти вот ножки различные. Они, видите, разной стоимости из-за выдержки. Чем темнее, тем дороже, тем считается вкуснее. Но это и правда вкуснее. Можно купить вот такие вот маленькие. Вот такие вот нарезки тоже черненькие, темные. Очень вкусно. Вот такое. Можно взять вот маленькое. А вот колбасы, к сожалению. Здесь у нас овощи и, вы видите, вот этот перчик, который постоянно в тапосах добавляет. Это просто тушат с большим количеством соли. Вот он, пеппер, пардон, как он называется? Падрон пеппер. Вот. Ну, а тут различные фрукты. Вы посмотрите, какая клубника красивая. Какой инжир красивый. Просто. Ну, а тут дальше черешня, персики и много-многое другое. И вот такие вот кусочки хамона продаются как семечки. Можно купить и грызть, как у нас делают с орешками, только здесь это делают с хамоном.
Пальма – это город, в котором легко заблудиться. Старый город – это лабиринт маленьких переулков, украшенных двориков и скрытых площадей. Вы никогда не знаете, что ждет вас за следующим углом. Возможно, уютное кафе, где местные жители читают газеты и неторопливо потягивают кофе, или концептуальный магазин, который настолько хиповый, что вы почти не задумываетесь, куда попали – на Майорку или в Берлин. Но такова Пальма. Она старая и новая, традиционная и современная, и именно это делает ее такой неотразимой. Прогуливаясь по здешним переулкам, вы словно листаете книгу по истории, которая к тому же является современным дизайнерским изданием. Центральная улица, она забита туристами, а вот соседняя улица, вот, и она полностью пустая, защищена от солнца, ну здесь в маленьком кусочке видно солнце, защищена, там нету людей, и спокойно гуляйте. Мы просто уже возвращаемся, но если вам нужно будет пройти до центральной локации, не обязательно использовать эту центральную улицу с магазинами, можно соседнюю где-то сделать быстрее, если, конечно, вам не хочется купить все нужное, и в большинстве случаев ненужное, что здесь продается. Ну а мы отправляемся на поиски традиционной выпечки на Майорке, которая называется энсаймада. Что же это такое? Энсаймада – это сладкая спиралевидная выпечка из дрожжевого теста на основе свиного жира. Классическая версия посыпается сахарной пудрой, но также существуют варианты с начинкой из тыквенной мякоти, крема или шоколада. Это один из самых узнаваемых и популярных деликатесов Майорки, которые едят на завтрак с кофе или горячим шоколадом. Тесто готовится из муки, воды, сахара, яиц, закваски и свиного жира с мальца, что придает выпечке воздушную и слоистую текстуру. Энсаймаду можно купить практически в каждой пекарне и кафе на Майорке, особенно в Пальме. Вот есть энсаймая с сухофруктами, есть с фисташкой. Мы возьмем одну классическую, наверное, и одну какую-то необычную. Возможно, вот с этой курагой. Пробуем энсаймаю с кокосом. Это очень вкусно. Это вкусная вертута, да? И классическая тоже очень вкусная. Красота. Классическая идет даже внутри, получается, с каким-то повидлом. Такая вертута с повидлом, слоеное тесто, и сверху сахарная пудра. Гораздо вкуснее, чем вот это вот печенье коко де потато. Классно, советую. Основные отрасли экономики – это туризм, торговля, судостроение и сфера услуг. Пальма является важным туристическим центром, привлекающим миллионы гостей ежегодно. Помимо отелей и ресторанов, здесь активно развиваются морские перевозки и яхтенный бизнес. Городской порт принимает не только круизные лайнеры, но и частные яхты, что делает его одним из крупнейших яхтенных центров Средиземного моря. Есть и международный аэропорт, тоже один из крупнейших в Европе. В самом городе развита автобусная сеть и метрополитен. Вот, друзья, в продолжении истории, как передвигаться по острову. Вот здесь, на вокзале, который находится под землей в центре Пальмы, находится вот такая вот карта. Это непосредственно сам остров Пальма. И здесь нарисованы все маршруты. Мы видим автобусные маршруты, метро. И также есть поезда, на которых вы спокойно можете добраться до города Инка, до города Манакор, до еще какого-то города можно было точно, по-моему, вот, Сапобла. Да, вот. И до Сапоглы. Вы спокойно можете доехать также и поездами. То есть представьте, насколько развит классно остров, что тут можно добраться и поездами, и автобусами. И даже есть в городе метро. Вот здесь, пожалуйста, расписание всех автобусов. Вот поезда до Инки, до Сапоглы, до Манакора. Не весь, конечно, остров покрывает, но все равно очень удобно. И вот сюда, вниз, под землей, находится железная дорога. Август месяц, лето, жара. И в Пальме, конечно же, очень жарко. Но здесь, в центре, улочки
вот такие узкие, что на самом деле ты когда в них заходишь, даже в обед, вот сейчас час дня, просто великолепная прохлада, вообще не жарко, солнышко сюда не попадает, прям хорошо вот так вот. То есть по Пальме спокойно можно гулять днем, но, повторюсь, это в старом городе, на вот таких вот узких улочках, а вот смотрите, похоже как на пассаж местный. Конечно же, сейчас мы выйдем на центральную главную улицу шопинга, и здесь уже так не разгуляешься, и туристам-то будет больше, потому что все хотят же погулять по центральным улочкам. И вот смотрим, центральная улица, здесь уже и людей побольше, хотя все равно местами есть тенек, и вот такая вот красота. Вот центральная улица, здесь первая локация, это первый бар, самый, наверное, популярный бар среди местных. Бар работает еще с 30-х годов, вон даже написано, что 1936 год открытие этого бара, бар Бош. Местные его обожают, ну а туристы его снимают. Но внутри все как в обычных барах, естественно, выпивка. А здесь, друзья, готовят вот эти вот популярные бутерброды, которые несет молодой человек, который называется лангуэты. Это популярные бутерброды у местных. Видите, как они готовятся? Берется вот такая вот булочка, поджаривается с двух сторон корочкой, и внутри различная начинка. Тут может также быть и омлет, либо начинка может быть просто мясо. Вот видите, такая вот булочка. Обязательно с томатами. И также хамон и другие ингредиенты. Местные обожают. Очень вкусно. Попробуем и мы. Вот как выглядит национальный этот бутерброд. Лангуэт, или местно говорят лагоста. И вот режут пополам специально, чтобы было удобно кушать. Вот такая вот булочка с двух сторон поджарена. И внутри обильное количество начинки. Мы взяли самый популярный с перцем pardon paper, патрон paper, да, или патрон, как он? Патрон, pardon. Патрон paper, здесь хамон поджаренный и лук. Если смотреть наше видео в быстрой перемотке, кажется, что мы здесь только кушаем. Но на самом деле мы не кушаем, мы дегустируем. Это очень вкусно. Просто очень вкусно. Перец зеленый, томаты внутри помазаны томатами. Что тут у нас еще? Это написано как Иберия хамон, но я не думаю, что это жареный хамон. Я думаю, что просто жареная свинина. И перчик, и цибуля. Это великолепно, реально. Очень-очень. Численность населения Пальмы составляет приблизительно 406 тысяч человек. Большая часть жителей – испанцы, но здесь также проживает значительное количество иностранцев, особенно выходцев из Германии, Великобритании, Латинской Америки и других стран. Туризм привлекает в город не только путешественников, но и экспатов, которые остаются здесь жить, поэтому население Пальмы только растет. Когда в 50-х остров открыли для туристов, первым туристом, конечно, на Майорке был испанский турист. Потом немного пальму первенства перехватили британцы. Ну а сегодня, и точнее даже не сегодня, еще с конца 60-х и по сегодняшний день первым туристом на Майорке является турист из Германии. Поэтому здесь очень много немецких ресторанов. Здесь во всех ресторанах будет дублироваться меню на немецком. Очень много немецких вывесок, музыки. И мы приехали в район, где один из лучших немецких ресторанов, ну, по крайней мере, так писалось. И сейчас хотим его продегустировать, попробовать немецкую кухню на Майорке. Обстановка в немецком ресторане. Футбол, пиво и шницель.
And one more. Yeah. Ну, Салат для поросят. это же Германия, я все предупредил, что за салатами туда не еду. Там обязательно будут сосиски, картофель. Пожалуйста. Вот мое блюдо. Ну, мое, кстати, хорошее. Брокколи, лук, говядина. Салат для поросят. Про столицу острова мы вкратце вам рассказали, а далее начинается самое интересное. Ни для кого не секрет, что Майорка славится своими живописными бухтами, пляжами из чистейшего молочного белого песка и кристально чистой водой бирюзового цвета. И мы решили найти тот самый идеальный пляж, поэтому погнали вместе с нами на поиски самого красивого пляжа. Первый пляж для знакомства мы выбрали тот, который находился рядом с нашим отелем. Это Кала Милор, один из самых шумных и многолюдных курортов на восточном побережье острова Майорка. Популярность он завоевал сравнительно недавно, в 1930-е годы, когда здесь построили первый отель. Однако отличный климат, красивая природа и живописные бухты свое дело сделали очень быстро. И сегодня здесь каждый год отдыхают тысячи туристов. Молодежь выбирает Кала Милор, потому что здесь много баров, клубов и дискотек, а туристы с детьми любят этот курорт за теплое море и песчаные пляжи. В Кала Милоре один широкий песчаный пляж, который занимает всю береговую линию курорта. По меркам Майорки это просто хороший пляж, но далеко не самый лучший и красивый на острове. Побережье песчаное, море неглубокое, вход в него пологий, а сильных течений здесь не бывает. Сам пляж муниципальный, вход на него свободный, но аренда лежаков и зонтиков за отдельную плату. Пляж оборудован всевозможной инфраструктурой, от кабинок для переодеваний, душа и пандусов для инвалидов до проката снаряжения для дайвинга и школы виндсерфинга. Пляжные кафе и бары здесь тоже в изобилии. Вдоль всего пляжа до самого курорта Кала Бона тянется набережная с большим количеством магазинов, ресторанов и баров. По вечерам она превращается в променад. Но мы давайте прервемся на гастрономическую паузу и расскажем вам, что такое испанские тапасы. Ну а сейчас мы не только узнаем, что вообще такое тапасы, обязательно попробуем и покажем вам самые популярные тапасы, вообще какие-нибудь самые популярные в Испании и именно на Майорке. Падрон пейпер, патата брава, панко праунс, так, ну что, с сангрией мы вас знакомить не будем. Это знаменитая испанская сангрия, сладкое вино с фруктами. И вот тапасы. Начнем с того, что тапасы, я когда первый раз услышал тапасы, мне казалось, что это очень схоже с такосами. Кто знает, такосы — это мексиканские лепешки с разными начинками. Там гуакамоле с курицей, есть и говядина в такосах, а это тапасы. Слова похожи, но это совсем разные. Тапасы от испанского кусочек, тапо, и такосы идут уже, история тянется где-то в 17 века. Один из королей, звали его как-то Альфонсо какой-то, он не мог много кушать, а точнее сказать, не мог много закусывать, потому что любил, естественно, испанское вино красное. И он попросил своих поваров, чтобы они ему сделали маленькие блюда, потому что не мог много закусывать. И он заказал маленькие вот такие вот блюда, которые, к сожалению, очень быстро портились, потому что мухи налетали, и их было принято решение накрывать. И вот когда их накрывали хлебом, появилось вот это название тапас от испанского слова «накрывать». Накрывали их обычно тогда хлебом, а мы сейчас накрываем иногда от мух сетками. И вот от этого испанского слова «накрывать» появились и вот эти знаменитые тапасы. Самый популярный тапас — это, конечно же, вот этот картофель, который называется патата брава. Патата брава — это такой картофель кусочками во фритюре и обязательно будет с острым соусом. Такая смелая картошка. Это, конечно же, креветки, гёдза, оливки обязательно.
Обязательно хамон и много-много всего такого маленького на маленьких тарелочках. Вот это тапасы. Ну и, конечно же, их популярный сыр. Вот этот сыр, который я лично называю овечий пармезан, потому что это, по сути, тот же пармезан твердый, только из овечьего молока. Что лично меня поражает в тапасах на Майорке, это появление гёдзы. Их здесь много разных. Вот это гёдза с уткой. Ну, тут на самом деле просто решили так, что тапас это все, что есть маленькое, и по сути тапасами можно назвать все. Даже ваше жаркое домашнее, если вы подадите на маленькой тарелочке, будет небольшая порция, это и обязательно, конечно, будет под сангрию, либо под красное вино, вот это можно уже называть тапасом. Как уже Надя говорила, что на этом острове очень много немцев. И здесь же, конечно, очень много немецких сетей. Не только ресторанов, но и магазинов. Вот там испанская Меркадона, а здесь Lidl. Также много Aldi и других таких вот сетевых немецких магазинов. Но мы же в Испании, поэтому почему-то выбрали Lidl. Так, мы же пришли за арбузом. Посмотрите, сколько различных арбузов. Вот такой, это будет, наверное, самый вкусный. Это как в детстве, я не помню, как их называли, там, черныши или как. И вот это обязательно желтая полоска. Что будет означать, что, скорее всего, что он будет сладкий. Смотрите стоимость. 95 копеек европейских. Это, конечно, не простые копейки. По 79 черный и по 55 непонятный. Учтите, что на пляже могут продавать одну скибку арбуза за 5 евро. Поэтому, друзья, покупайте в магазине и экономьте гроши. Несмотря на то, что магазин немецкий, здесь, конечно же, все продается для испанского рынка. Вот такие вот бульоны. Бульоны специально для паэльи. Что вы делали? Есть рыбные бульоны, куриные бульоны. Да, Мируша, это то, что мы вместе готовили. Паэлья. Да, без этого. Ну и, конечно, есть национальная испанская тортилья. Боже, какая она вкусная. Вы знаете, особенно если в ресторане найдете с трюфелем тортилью, это очень-очень вкусно. Здесь много еды быстрого приготовления. Есть пиццы. Ну, а мы ищем сыр. Твердый сыр, потому что арбуз без сыра, либо без брынзы, это не арбуз. Так, вот мы нашли вот этот овечий сыр. Вот он. Овечий пармезан. Под арбуз это будет самое оно. Огромный выбор. Есть и итальянские продукты, есть и немецкие. Спокойно можно затариться в магазине и готовить дома. В принципе, многие туристы так и делают, потому что Майорка богата не только разнообразными отелями, но также жильем и более бюджетного класса. Поэтому каждому туристу здесь будет комфортно. Есть большой выбор продуктов. Посмотрите, какие только вот креветки. Огромные. Наверное, уже как лангустины. Я не сильно разбираюсь в морепродуктах, но выбор огромный. Подтверждение тому, что люди здесь приобретают еду не только для перекуса. Вот видите, специально все для барбекю. Это, естественно, кто снимает виллы, кто снимает апарты с барбекю, могут спокойно себе все найти здесь. И вот такие наборы. Сангрия шампанским, бейлисы. Короче, все, что необходимо для классной вечеринки. И тут же, не знаю, что это ризотто. Не знаю, зачем это все в барбекюшном отделе. Ну, будем считать, что испанцы еще те гурманы. Конечно, поражает такое количество немецкого языка. Ощущение, что ты не в Испании, это уж точно, что ты где-нибудь в Гамбурге, только море там заменили, Балтийское на Балиарское. Потому что, везде немецкая речь, везде даже вывески немецкие. Ну и в ресторанах, конечно же, меню всегда будет дублироваться на немецком. Мы отправляемся на новый пляж Кала Агула. Это красивый пляж рядом с курортным городком Кала Раджада.
Кристально чистое море и широкая белоснежная песчаная полоса длиной около 800 метров привлекает сюда туристов со всех уголков света. Дорога к пляжу проходит через лес, где вы можете сделать первые фотографии побережья. Изумительный пейзаж, сотканный из контраста светотени, созданный соснами, белым песком и бирюзовыми оттенками моря, рассеет малейшие сомнения и убедит вас в том, что вы выбрали наилучшее место, чтобы провести день на морском берегу. Это довольно популярный пляж, который любят посещать туристы и местные жители. Море всегда очень чистое и, как правило, спокойное. Большие волны бывают крайне редко, и купание здесь считается безопасным даже для детей. С этого пляжа также можно пройти к впечатляющей бухте Кала-Мольта, которая находится в 5 минутах ходьбы. Кала-Агула предоставляет посетителям все современные удобства: лежаки, зонтики, огромный выбор водных видов спорта, услуги поисково-спасательной службы. В той же области бухты, где расположены сервисы, находится несколько пляжных баров и ресторанов. Это очень классно, мне очень нравится. Если вы семья с детьми, то рекомендую обратить внимание на следующий пляж. Плая де Алькудия – самый длинный песчаный пляж на Майорке. Пляж в порту Алькудия на острове Майорка располагается в северной части острова, вдоль побережья залива Алькудия. Это самый крупный из пляжей Майорки протяженностью 7 километров. Плая де Алькудия – очень красивый пляж с мелким белоснежным песком, и впечатляющая бескрайняя линия побережья позволяет наслаждаться долгими прогулками вдоль моря. Ширина белой песчаной полосы по всей длине пляжа достигает более 200 метров. Морское дно песчаное и очень мелкое у берега, что делает Плая де Алькудия одним из лучших пляжей для детей. Море очень чистое, преобладающими цветами которого являются лазурный, голубой и бирюзовый. Этот пляж великолепно оборудован и предлагает все удобства и услуги: спасательная служба, душевые, шезлонги, зонтики, бары, рестораны и огромное количество видов спорта, таких как виндсерфинг, гребля, парусный спорт, водные лыжи, скоростные катера и многие другие. Этот пляж вмещает тысячи посетителей каждый день, но он настолько огромен, что вы всегда можете найти тихие, немноголюдные места. Пуэрто-де-Алькудия является одним из основных туристических районов Майорки с невероятным количеством гостиниц. Многие из этих отелей расположены прямо на берегу моря, хотя пышная зелень, большие сосны и пальмы делают их практически незаметными на фоне гармоничного средиземноморского пейзажа. Королева испанского стола – это паэлья. Единственный минус, который лично меня очень раздражает и бесит, это вот эти вот креветки огромные, которые не чищены, которых нужно чистить. Я, честно, не люблю, когда, знаешь, пачкаются руки, ну а сама по себе паэлья великолепная. Также еще один минус – это усики от креветки, ну потому что ее первую жарят на сковородке. А вот как вообще готовят паэлью и с чего готовится паэлья с морепродуктами, это вы увидите дальше. А сейчас мы перенесемся из Майорки в Валенсию, родину паэльи. Это блюдо давно стало символом Испании, а его история куда интереснее, чем просто рецепт. Сегодня мы приготовим паэлью вместе и узнаем, как простая еда крестьян превратилась в настоящую кулинарную легенду. Паэлья появилась еще в 16 веке в окрестностях Валенсии. Тогда крестьяне готовили ее прямо на полях, используя рис, овощи и все, что было под рукой – зайца, утку, фасоль. Само слово паэлья происходит от латинского patello, что значит сковорода. В Валенсии даже говорят «la paella es la sartén». Паэлья – это сама сковорода. Традиционно это блюдо ели прямо из общей сковороды деревянными ложками под открытым небом. Ну что, приступим к приготовлению паэльи с морепродуктами. На экране вы сейчас видите ингредиенты для паэльи на 5 человек. Первое, что вам нужно, это подготовить все ингредиенты, почистить и нарезать их.
Далее на разогретую сковороду наливаем оливковое масло, добавляем соль и обжариваем креветки. В нашем случае их 2 вида. Далее убираем со сковороды креветки и добавляем лук. Прожариваем до золотистой корочки и отодвигаем его на край сковороды. Добавляем нарезанные помидоры и чеснок, обжариваем и отдельно убираем в емкость. В эту емкость добавляем зелень и блендерим до однородной массы. В это время на сковороде уже обжаривается кальмар. И в центр сковороды добавляем специи и готовую помидорную смесь из блендера. Все тщательно перемешиваем и добавляем рис. А затем всю эту красоту заливаем горячим бульоном и добавляем шафран. И самое важное, не мешаем после этого. Пробуем бульон по соли и готовим на среднем огне 15-20 минут, пока рис не впитает жидкость. Выкладываем сверху креветки и мидии и накрываем фольгой или крышкой на 5 минут. Паэлья – это не просто еда, а традиция собирать семью и друзей за одним столом. Попробуйте приготовить ее дома, и у вас на кухне тоже появится кусочек солнечной Испании. А какой вид паэльи нравится вам больше – с морепродуктами или с мясом? Напишите свой вариант в комментариях. Скажи, вот то ощущение, что ты самостоятельно приложила руку к этой паэлье, дает как-то больше вкуса? Такая же, как и в ресторане. Вкусно. Надя не фанат паэльи, а я лично фанат паэльи. Я люблю рис, я люблю плов, очень вкусный плов. Ну и паэлья. Вкусная, да? Тебе нравится? А еще то ощущение, что вот эти ручки, ее готовили, делали эту паэлью незабываемой. Ну что, поиски идеального пляжа продолжаются. Надя сказала, что без этого пляжа мы с Майорки не уедем, поэтому мы ехали сюда час с отеля и сейчас идем по такой необычной дороге, чтобы показать его вам. Я тут высмотрела одну лестницу. Мгм. Тут очень красивый кадр. Очень. Погнали. Ну и вот, смотрите, куда все направляются. Да, Надюш? Ха-ха. Довольно. Нашли сделать. Вы посмотрите на эти виды, они же просто сумасшедшие. Ага. Это именно тот пляж, который вы можете увидеть на всех визитных карточках Майорки. Вот просто вот это... Все, фоткаемся. Фоткаемся, нет времени. Мы находимся на пляже Кала Ломбардс. Это красивая защищенная бухта с мягким белым песком, кристально чистой бирюзовой водой и сосновым лесом, создающая приятную тень. Он идеально подходит для семейного отдыха, плавания и снорклинга, благодаря пологому входу в воду. Надь, почем лежаки? 12 евро. Это за 2. Это за 2, да, получается? Да. 6 евро за лежак. Ну, я хочу сказать, на том пляже вчерашнем, Кала Да. было, там было 19,90 за 2 За 2. Ну, на самом деле везде на Майорке продают Тут еще очень даже по-божески. возьми сдачу. Рася с ним. Я говорю, по-божески тут лежаки. Да, здесь по-божески, несмотря на то, что пляж красивый, а И маленький, да? да, маленький, и лежаки здесь дешевле. На пляже есть бар, туалеты и большая бесплатная парковка, а вокруг можно увидеть скалу Эспонтес и рыбацкие доки. Попрошу заметить, что наше путешествие по этому острову пришлось на август месяц. Это как раз самый пик туристического сезона на Майорке, и вы можете наблюдать, как выглядят популярные пляжи в летний сезон. Достаточно многолюдно, поэтому лучше приезжать на такие топовые пляжи как можно раньше. Что касательно красивой локации с лестницей, находится она вот тут. Не сильно заметно, правда? Но если все-таки туда попасть, то можно сделать потрясающие снимки. Рекомендую. Есть здесь богатые районы, есть бедные районы, но зато в каждом районе есть свой пляж, и даже не один. Вы представьте, более 250 пляжей на этом небольшом европейском острове. Это Майорка, детка.
Времени в обрез, а хочется увидеть как можно больше красивых пляжей на Майорке, поэтому мы отправляемся дальше. Путешествие с детьми – это, конечно, прекрасно. Хочется им показывать новые места, открывать вместе с ними мир, но не всегда на это согласны. Вот в данном случае мы посетили прекрасный, красивый пляж, они накупались и сказали, мы больше не хотим идти. А у нас-то по плану следующий невероятно красивый пляж. И мне приходится идти самой, потому что все забайковали и остались в машине. Я иду вам показывать, я не могу вас оставить без этого невероятного пляжа. Муж летает вон дроном, показывает его с высоты птичьего полета, а я вам покажу его, как он выглядит в реале, сколько людей, высокий сезон и какая водичка. Если вы думаете, что я пришла, то нет. Я не пришла, я еще иду. Он уже на подходе, этот пляж. Я уже кусочек видела, и это просто фантастически. Нас ожидают вот такие ступеньки, и посмотрите, какая красота нереально открывается. Просто дух захватывает. Боже, друзья, я сейчас буду просто плакать. Это настолько красивый пляж. У меня просто нет слов, одни эмоции. Майорка, она потрясающая. И обязательно нужно взять в аренду машину, чтобы проехать и полностью увидеть потрясающую, уникальную, разнообразную Майорку. Особенно эти пляжи. Каждый пляж просто невероятный, уникальный. Идемте, я вам покажу этот пляж, потому что у меня просто отняло дар речи. Это пляж Кала эс Альмуния, небольшой дикий скалистый природный пляж с кристально чистой водой, идеально подходящий для снорклинга и дайвинга. Доступ к воде осуществляется через скалы и естественные рампы, а из-за отсутствия удобств песчаного покрытия он не идеален для семей с маленькими детьми. Добраться до пляжа можно, припарковав машину на ближайших улицах и пройдя пешком около 20 минут. Дорога на пляж долгая, изнурительная и заканчивается очень высокой и крутой лестницей, по которой необходимо не только спуститься, но и подняться на обратном пути. Инфраструктура полностью отсутствует. Тут нет ни душевых, ни туалетов, ни кафе. Но все же, несмотря на все минусы, у пляжа есть огромный плюс. Он очень необычный и очень красивый, и must-have для посещения. Как вы могли уже увидеть по видео, этот пляж состоит преимущественно из скал. И если вы такой же семейный человек, как и мы, и путешествуете с маленькими детками, то этот пляж точно не будет комфортный для вас, потому что тут нет белого ровного песочка, тут в основном, как видите, скалы. Ну, детям просто будет некомфортно, и вы будете переживать. Но если вы путешествуете в компании, то, ребята, просто must-have место для вас. Сохраняйте обязательно локацию. Здесь вы можете и понырять, и позаниматься снорклингом, и арендовать яхту, лодку себе, и просто кайфовать. Поэтому приезжайте на Майорку, находите этот пляж и наслаждайтесь. Недалеко от этого пляжа располагается один из красивейших пляжей Майорки – Кала дес Моро, куда можно дойти пешком. Но, к сожалению, мы туда пешком не дошли, но долетели нашим дроном. Кала дес Моро – это небольшой, очень живописный и популярный пляж на Майорке, известный своей бирюзовой водой и диким характером. Из-за ограниченного песчаного пространства и большой популярности пляж может быть очень многолюдным, особенно в высокий сезон, поэтому рекомендуется приезжать рано утром. Пляж не имеет инфраструктуры, такой как бары или рестораны, поэтому рекомендуется брать с собой воду и еду. Кала дес Моро считается жемчужиной Майорки, предлагая потрясающие виды на бухту, окруженную скалами. Вода здесь кристально чистая и бирюзового оттенка, идеально подходит для снорклинга. Если вы хотите насладиться спокойствием и сделать фотографии, лучше приезжать в мае или середине сентября, когда народу меньше. А еще не забудьте взять полотенце, чтобы устроиться на песке или камнях. Фух, я это сделала. Я очень рада, что все-таки я показала вам
мне кажется, один, не побоюсь этого слова, из самых красивых пляжей Майорки. Это просто, знаете, какой-то Пинтерест Майорки. Реально. Мы уже увидели 4 пляжа. Еще мы были до этого в том году на Майорке. Но вот такую красоту я увидела впервые. Рекомендую, рекомендую и 1000 раз рекомендую. На следующее утро нас ждало новое увлекательное путешествие к популярной бухте Сакалобре через самую сложную и опасную дорогу Майорки. Дорога Сакалобре, официально известная как МА-2141, расположенная в захватывающем горном хребте Трамунтана на Майорке, предлагает захватывающее и живописное путешествие. По дороге, поверьте, вас будут ждать пейзажи, от которых просто перехватывает дыхание. Построенный в 1932 году итальянским инженером Антонио Париетти, этот шедевр дорожного строительства представляет собой ряд серпантинных крутых поворотов. Его самый знаковый участок Ньюс де Сакорбата представляет собой искусно спроектированную петлю, которая оставляет неизгладимое впечатление у всех, кто пересекает ее путь. На момент постройки дорога была настоящим инженерным достижением, так как ее проложили без использования современного оборудования, буквально вырезав в скалах. Дорога является единственным наземным путем к деревне Сакалобре. Она привлекает множество туристов, велосипедистов и мотоциклистов, которые приезжают сюда, чтобы испытать себя и насладиться красотами природы. Узкие участки, отсутствие центральной разметки и крутые повороты делают путешествия настоящим приключением и могут быть весьма экстремальными для неподготовленных водителей. Дорога спускается более чем на 800 метров к уединенной бухте Сакалобре. Первое, что вы увидите после того, как оставляете машину на парковке, вот такой вот уединенный небольшой пляж. И каково же было мое разочарование, когда я ожидала увидеть сразу ту красивенную бухту, из-за которой, собственно, мы проделали такой путь, а увидела вот этот пляж. Но не стоит отчаиваться, ведь эта бухта называется Торрен де Парис, и по указателям нужно еще буквально пройти 200 метров. Вот у нас карта Сакалобры, куда мы приехали. И все всегда, конечно, идут в поисках вот этого красивого пляжа. Но он, друзья, называется не Сакалобра. Сакалобра вот оно. Это маленький здесь такой пляж. Сюда приходит порт. Вы по лестнице поднимаетесь и потом отправляетесь 600-650 метров по туннелю и выходите вот здесь, непосредственно в эту бухту. Приезжайте в Сакалобру и бухту. Ну, тут также на карте нарисована дорога. Вот какая она красивая, когда вы сюда добираетесь. И вот непосредственно сама карта. Вот порт, и вот эта бухта. Отсюда идет начало реки. И вот непосредственно пляж Сакалобра, порт Сакалобра. Вон мы видим, прибыл катер с туристами. Он очень маленький, галька, но... Смотрите, какая красивая, чистая вода. Ну что, поиски идеального пляжа продолжаются. Если вчера мы посетили 2 пляжа, как посетили? На одном прямо хорошо посетили, второй больше сняли, чем посетили. Но это были те пляжи, которые очень хотела увидеть Надюша. То сегодняшнее место – это то, которое мечтал посетить именно я. А когда мы собрались на Майорку, я увидел это место и понял, что это будет топовый пляж. Там будет очень красиво, и я обязательно там побываю. А вот, пожалуйста, смотрите, душ. Еще и платный. 2 евро, 4 минуты. Смотри, не перемойся. И туалет уже платный, на 1 евро. Вот. А так, дорогой пляж, дорогие удовольствия.
Пляж находится на последнем участке бухты, а пройти к нему возможно только через узкие подсвечиваемые туннели, из которых открывается выход в каньон. Потоки воды образовали здесь огромную долину с изрезанными водой и ветрами отвесными стенами, высотой более 200 метров. Живописнейшая голубая бухта с небольшим уютным галечным пляжем находится в устье каньона Торрен-де-Парейс. Это место облюбовали хайдайверы. Можно бесконечно смотреть, как они грациозно прыгают в воду и потом взбираются по скалам обратно. Кстати, обратите внимание на эту лестницу, она очень эстетически привлекательна. Чтобы на нее попасть, нужно перелезть через небольшое ограждение. Я заметил, в каждой поездке нас норовит отправиться в ущелье или подземелье. Вот, не можем мы без этого, и даже здесь. Благо оно не глубокое и не длинное. Маленькое заключение по пляжу Майорки. Каждому красивому пляжу следует прилично пройти. Обязательно будет отсутствовать парковка рядом с пляжем. И обязательно будет какая-то сумасшедшая дорога. Это так, чтобы не материться, не ругаться. Обязательно будет трэш-дорога, отсутствие парковки и большое количество людей. Потому что о топовых пляжах знают все люди. Бухта довольно-таки узкая, около 50 метров в ширину, но ее необыкновенная красота привлекает сюда бесконечные потоки туристов. Вода здесь просто сказочная, а море, как правило, обычно спокойное, так как края бухты надежно защищают громадные скалы с глубокими потайными пещерами. Пляж состоит из гальки, поэтому обязательно не забывайте брать с собой специальную обувь. Одна из достопримечательностей этого пляжа – это коза, а точнее сказать козы. Вот такие вот козы. И вот до чего дошло время. Если раньше люди все стремились уехать с деревни, чтобы не видеть коз, то сейчас все настолько ударились в городскую жизнь, что забыли, что такое коза, и все пытаются с ней сфотографироваться. Вот так вот. Хотя надо признаться, если бы у меня в деревне были бы козы с таким видом, я бы оттуда не уезжал. По дороге назад рекомендуем посетить один из старинных городков Майорки – Сальер. Небольшой курортный город, известный своими апельсиновыми рощами и архитектурой в стиле модерн. В 19 веке город разбогател на экспорте этих фруктов, а на вырученные деньги построили много роскошных особняков, сохранившихся по сей день. А апельсины до сих пор здесь в большом почете. В Сальере делают лучшее в Испании апельсиновое мороженое и другие десерты. Поселок Сальер – один из самых старых поселков на Майорке. Кто-то говорит, что ему 900 лет, кто-то говорит, что ему 1000 лет. Сложно найти точные данные, чтобы понять, сколько лет этому поселку. Но известно точно, что основали его арабы, которые прибыли из территории Египта. И также известно точно, это главная достопримечательность. Вот эта церковь Сан-Бартомео, которая основана была в 12 веке. И все приезжают сюда не только, чтобы посмотреть эту церквушку, но и, конечно же, чтобы прокатиться, а также обязательно поснимать знаменитые поезда сальерские. Сальерская железная дорога, потому что здесь в 1912 году основали железную дорогу, и такие маленькие исторические вагоны, на которых отправлялись люди, на которых отправлялся и товар из Сальера до Пальмы. Расстояние 23 километра, по-моему, 23 километра. То есть не так уж и далеко. И возили в основном, чаще всего возили, конечно, не только людей, а это апельсины, потому что в Сальере здесь выращивают отличных сорт таких апельсинов.
И выращивают их давно, выращивали их еще в 19 веке и выращивают их по сей день. И вот эти всегда апельсины отправляли в Пальму, отправляли на вот этих поездах. Сейчас на этих поездах уехать в Пальму не можно, но в принципе можно добраться другими способами. И вот в подтверждении нашей апельсиновой истории видим частые вывески в Сальере. Пожалуйста, мороженое сальерское из апельсина. Вот делается это в таком старинном кафе. Ну и главное, конечно, мороженое, которое здесь приобретают. Тут мы видим, есть разное, но главное это именно апельсиновое. Самый главный ингредиент поселка Сальер — это апельсин. Ну что, мы взяли мороженое апельсиновое и мы взяли апельсиновый фреш. Слушайте, фреш классный, необычный вкус, вроде бы, но ощущение, как будто не апельсин, а мандарин. Ну, интересный такой вкус, на самом деле, приятный. Можно попробовать? А мороженое апельсиновое, оно по вкусу как была жвачка в детстве. Как апельсиновое мороженое, да, вот Надя говорит, как апельсиновое мороженое. Многие туристы попадают сюда только ради того, чтобы прокатиться на старинном поезде из Пальма де Майорки. Однако город примечателен и сам по себе, неторопливая атмосфера испанской провинции, а также праздниками и фестивалями, которые можно застать здесь почти круглый год. И вот эти поезда, на которых раньше возили апельсины из Сальера Пальму, ну а сегодня вы можете просто купить билет и прокатиться по самому Сальеру и на минутку оказаться в 20-х годах 20 века. Знакомство с этим городом обычно начинается на площади Конституции, где расположены главные достопримечательности. Здесь вы можете увидеть церковь Сан-Бартоломео, которая была построена в XVIII веке. В XVII веке она была украшена барочными элементами, а спустя еще 3 века ученик Антонио Гауди Хуан Рубио Бельвер добавил к ней экстравагантный модернистский фасад. Обязательным городом для посещения на Майорке является город Вальдемоса, жемчужина Майорки, самый посещаемый туристами город, чьи открыточные виды часто можно встретить в журналах и рекламе. Это тихий традиционный городок с узкими улочками и домами из желтого песчаника. Вдоль каждого дверного проема каждой улицы тянутся цветы в горшках и красивые зеленые растения, которые делают город одним из самых привлекательных на всей Майорке. Вальдемоса известна как место отдыха композитора Фредерика Шопена и писательницы Жорж Санд и других известных личностей. Ну а сейчас мы отправляемся с вами в одно очень необычное и старинное кафе. В чем же плюс этого кафе в Вальдемосе? Во-первых, это одно из самых популярных кафе, а во-вторых, это одно из самых старых зданий. Этому зданию более 300 лет. И именно в этом здании, которому более 300 лет, делают домашние вот такие тапосы. Вот такая вот открытка, фотография. Есть вегетарианский, а есть традиционные с сыром и с колбаской. Поэтому будем сейчас пробовать домашнюю майоркскую местную кухню в здании, которому 300 лет. Вот только не говорите, что ни у кого этого не было дома. У моей бабушки была вот такая вот машинка, и я постоянно вот здесь нажимал вот эту педальку. Ну, тут она заблокирована, и мне казалось, что я постоянно катаюсь. Помните, да? Нажимаешь, можешь педали нажимать, мог ручкой пользоваться, но она тут не рабочая. И вот тут ходила игла, здесь нитка ставилась, и что-то они тут шили этими машинками. Вот такой вот швейный стол, он был, мне кажется, у каждого в деревне. Посмотрите, тут также присутствует старинное радио, ну очень старинное. Вот у меня у деда такое было. Вот. А радио ловило в основном молдавские волны. Это здесь старинные часы. Ну а тут, не знаю, что тут. Тут фотографии с концерта Павла Зеброва, наверное. Это местные в национальных костюмах отдыхают. И вот такое вот
кафе старинное. Видите, какие стены? Раньше строили, не то что сейчас. Посмотрите на эту толщину. Летом было всегда внутри прохладно, потому что жара не пройдет. Ну а зимой не прогреешься. Ну ничего, можно было несколько шкур одеть на себя и нормально. И вот так вот выглядит это кафе. Также тут есть различные напитки. И вот так они готовят прямо вот здесь, за стоечкой. Видите, вот так вот нарезается сыр. Тут же у нас идут вот колбаски. И вот прямо здесь на доске они готовят домашние тапосы. Надюш, тебе понравился домашний интерьер? Очень сильно напомнило бабушкин дом. Я когда увидел вот эту вот швейный стол, ну точно. Веники, как с бани. В современном мире это так ценно, знаете, такие какие-то старинные вещи, это когда приходишь в такое заведение, хочется, конечно, все рассмотреть. Ну да, в Одессе есть классное заведение Формушика Нова. Для всех, кто скучает за стариной, можно туда съездить. Смотрите, вот тоже еще один. Но, блин, педаль заблокирована, понимаешь? У меня папа умеет ключики подстричь. Да? Да. У меня Ну, тоже и супер. кладовая машинка, но я не умею. Хочу попробовать... Мне нравится вот этот вообще. Да, бери, пробуем. Так. Мясной фарш и инжир. Прикольно. Так, попробуем Данина. Вот это мясо интересное. Вот такой тапас. Я назвал бы это брускетой, бутербродом, да. И это похоже на... У нас это называлось зельц. Как оно по-другому? Сальтисон, по-моему. Вегетарианская версия бутербродиков. Вот этот мне очень понравился. Это цукини. Тут еще какой-то джем, помазка, оливковое масло. Какое-то, знаете, феерическое сочетание вкусов получилось по итогу. Рекомендуйте попробовать. А тут у меня баклажаны. Тоже с какой-то помазухой с кунжутом. Я вообще люблю все овощное. Очень вкусно, ребят. Вот овощные прям бомба. Сочетание, да? Это как инжирное варенье. Слушай, а вкусно. Центр Вальдемосы – Королевский Картезианский монастырь, изначально дворец короля Санчо I, построенный в XIV веке для загородного отдыха королевской семьи. Со временем дворец был передан Картезианскому монашескому ордену и превращен в монастырь, известность которого вышла далеко за пределы Майорки. В наши дни архитектурный ансамбль монастыря включает центральный собор, старую аптеку и монашеские кельи. Ежегодно его посещают больше туристов, чем любое другое здание на Майорке, за исключением Центрального собора Пальмы. Чем славится Вальдемоса? Ну, во-первых, это один из самых старых поселков на Майорке. Не самый старый, но один из. Также славится кухня. Мы вам уже показывали их домашние тапасы. Также здесь очень популярны десерты. Тут готовят одно из вкуснейших и любимых печений на Майорке – коко де патата. И также он славится вот этим монастырем Ля Картоха. Ля Картоха или Ла Картохе, именно в этом монастыре проживал в 19 веке Шопен. Проживал он здесь недолго, немножко решил подлечить здоровье. И поэтому этот монастырь тоже стал популярным. И все приезжают. Тут также можно посетить музей Шопена. Ну и, возможно, здесь получится найти ресторан с польской кухней. Обязательно прогуляйтесь по узким мощеным улочкам Вальдемосы, усеянные магазинами, бутиками и множество мест, где можно поесть и выпить, они являются примером знаменитого средиземноморского очарования. Попробуйте местное печенье Cocos de Patatas, его можно найти в каждой пекарне. Вот местные национальные печеньки или выпечка Коко де Патата. Вот как она выглядит. Такая идет булочка с сахарной пудрой, есть в разрезе с нутеллой, с фисташкой. Думаю, для добивочки нужно одну взять, попробовать. Уже сегодня столько кушали, я думаю, что последняя вот эта выпечка, она пойдет только на пользу обязательно.
Это простецкий пончик, не жирный, Дай. с большим количеством сахарной пудры. Дай. Ну, не знаю, Дай. что они так кайфуют. Дай. Может быть, с чая, может быть, с нутеллой он как-то поинтереснее, но такое себе. Доброе утро, друзья! Сегодня мы начинаем обзор с нового пляжа Майорки, и называется он Кала Романтика. Кала Романтика – живописный песчаный пляж на Майорке длиной около 160 метров с мелким белым песком и чистой водой. Он расположен в защищенной бухте между скалами, что создает небольшой прибой и делает его идеальным для семей с детьми. Пляж предлагает базовые удобства, такие как души, туалеты, лежаки и зонтики, а также бары и рестораны поблизости. Пляж считается одним из самых красивых на побережье Майорки. Тут можно арендовать катамараны, а также можно совершить пешеходную экскурсию в соседнюю бухту Кала Варкес. Близость к ресторанам и отелям, а также легкая доступность делают его популярным местом для туристов. Из удобств на пляже есть шезлонги, 15,50 евро стоит 2 шезлонга на все время. И также на территории есть барчик. Тут можно заказать смузи, купить мороженое и купить различные коктейли. Идемте посмотрим. Я поняла, что ты хочешь. Идем покупать. Это Дани, это Бори, это мне. Watermelon? Seven for this, yeah? One piece. Итальяно? Чина. Красота. Конечно, за 7 евро можно было бы купить целый арбуз, даже не один. Но, блин, мы же на пляже. Мы провели на этом пляже более 3 часов. И вода здесь, мне кажется, одна из наичистейших. Мы были уже на многих пляжах в поисках идеального. И я вам хочу сказать, что Кала Романтика действительно имеет одну из самых чистых вод. Она действительно, посмотрите, какая красивая. Вот. И это при том, что сейчас обед, здесь много туристов, а вода просто великолепная. Недаром пляж называется Кала Романтика. И вот прямо отсюда отходят корабли по разным пляжам. Вот наш пляж Кала Романтика. И можно отсюда добраться до самого интересного и необычного пляжа. Вот он, Кала Варкус. Вот как он выглядит. Это такая закрытая пещера, куда вы можете нырнуть и поснимать, поплавать, насладиться этой красотой, которая находится внутри. Поэтому мы же попробуем тоже сюда попасть. Ну а знаете, что если вы захотите туда попасть, потому что по-другому никак. Сейчас закрыта к нему дорога. Это можно сделать прямо с пляжа Кала Романтика. Вот на этом месте арендовать, точнее сказать, купить билет, сесть на лодку, которая отправляется с этого пирса, вот с этого моста, откуда девушки фотографируются. И вы получите эстетическое наслаждение. Увидите один из самых закрытых и красивейших пляжей Майорки. Вот как выглядит эта лестница сверху. И получаются интересные кадры, интересные фотографии. Отсюда также и отходят кораблики. Нам очень хотелось попасть на пляж Кала Варкис из-за пещеры голубей, которая находится там рядом. Для этого мы решили взять в аренду лодку, цена удовольствия 50 евро в час, разрешают брать минимум на 2, но мы брали на 3 часа и не прогадали. Наша цель была доплыть до пещеры голубей и там поплавать, но нас ждал сюрприз, о котором чуть позже. Пещера голубей – морская карстовая пещера, расположена у восточного побережья Майорки, недалеко от Кала Варкис. Ее часто называют Sea Cave, и попасть внутрь можно только с моря, плывя или на лодке. По суше вход недоступен.
Внутри пещеры есть прозрачные пресные или морские озера, создающие эффект мистической подводной чаши. Пещера наполнена впечатляющими сталактитами, сталагмитами, колоннами и другими известняковыми формациями. Результат многовековой карстовой работы. Вообще существуют туры, которые предлагают сплав по лодке до входа, исследование пещеры с гидом, предоставлением снаряжения, рассказами о формировании пещеры. Мы же, откровенно говоря, абсолютно не подготовились и не прочитали про эту пещеру ничего. Мы подумали, что туда сразу заплываешь и наблюдаешь всю эту красоту, но не тут-то было. И как хорошо, что я интуитивно осталась в лодке с детьми, ждать Романа. Он сначала поплыл сам на разведку, а потом взял старшего сына с собой. И давайте он вам сам покажет, что увидел там внутри. Так, вот так выглядит этот, ну, не пляж, а, я бы сказал, подводный бассейн изнутри. И вот когда казалось, что все, ты уже все видел, оказывается, внутри есть проход, еще дальше. Я взял Даньку. Здрасте. Даня на круге. И мы заходим вовнутрь пещеры. Я думал, что самое страшное для меня здесь будет доплыть до грота. Но на самом деле самое страшное — это не уронить Надин телефон. Вот это самое страшное. Потому что в чехле снимает плохо, а без чехла еле держу его. Ну. Then you have to swim. The other face. Then you need like to hide and to go down. But the swim with you can go there, but it's not dangerous. Okay. But from here it's half hour. Half an hour, yes. Oh. But half an hour. But you need a light. Я understand. Okay. Okay. Wow. Wow. Oh, it's amazing. It's stalagmite? Yes, I'm very cold. Yeah, it's cold here. Yeah. Okay, wait. You run away. There are two guys. Where is the exit? Here. Here? Here. This way. Okay. Okay. Друзья, пляж, конечно, Кала Варгас красивый. Здесь есть и немного песка, туда тяжело добраться. Здесь есть и арка знаменитая, которую вы всегда видите на брошюрах и на фотографиях. И здесь есть самое главное, есть грот. Вот мы приехали, чтобы посетить именно этот грот, и думали, что получится это довольно-таки у нас сделать просто. Но это не просто. Во-первых, туда нужно ехать подготовленным. Обязательно брать с собой гидрокостюм, потому что там холодно, вода до 20 градусов. Обязательно брать каски, потому что есть местами очень низко. Вы должны сначала проплыть в туннель, потом полезть наверх, потом вниз, и потом, пока вы попадете в озеро. Плюс обязательно брать с собой фонари, потому что там темно. И вся дорога в одну сторону до этого грота, до подземного озера, будет занимать приблизительно у вас 40 минут, а то и час. Поэтому всегда имейте время. Мы же арендовали лодку на 3 часа, поэтому у нас не было этого времени, да и мы не были к этому готовы. Первую часть мы сняли, ну а дальше мы оставили для вас. Обязательно посетите это место, обязательно будьте подготовлены. Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. На вопрос, смогли ли мы найти тот самый идеальный пляж, не могу дать точного ответа, так как каждый пляж по-своему интересный и красивый, и, наверное, тут каждый найдет что-то особенное для себя. Могу точно с уверенностью сказать лишь одно: чтобы увидеть ту самую настоящую невероятную Майорку, нужно ее полностью объездить на машине. Этот остров уникальный и неповторимый. Надеюсь, вам понравился наш выпуск, поэтому ставьте ваши лайки, делитесь впечатлениями в комментариях и обязательно ставьте уведомления, чтобы не пропустить наши выпуски. До новых встреч! Путешествуйте, друзья! Наш мир невероятный!